Если постоянно смотреть на график локально, то можно не увидеть общей картины главного движения цены. И как итог, это ваши стопы. Самое обидное, цена берет, как в данном случае, и улетает без вас. И получается, как будто бы все было напрасно. Что он сказал? Чтобы исключить такого формата ситуации, я использую order flow. Давайте для начала разберемся, для чего нам нужен order flow, что он делает. Потому что по факту у нас есть структура. Вроде бы есть структура, отлично, она не такая обычная, как в общей концепции Smart Money. Она исключает большое количество ликвидности, но при этом иногда происходит что-то в формате выноса стопов, как и здесь, и мы дальше летим в небо. При этом вроде бы по позициям вы делали все в порядке, но почему она улетела вверх? Для того, чтобы я смотрел направление движения, я использую, во-первых, дневной график, то есть это видео про дневную ликвидность, а во-вторых, я использую непосредственно order flow. Когда я использую order flow, я максимально сжимаю график для того, чтобы видеть картину широко. То есть локально, когда я торгую, я наблюдаю график вот таким вот образом. Но мы с вами понимаем, что общая картина, она намного шире. Она включает в себя весь экран, весь возможный экран на графике. Соответственно, чтобы нарисовать качественный order flow, мне нужно сжать график. При этом маленькая моя хитрость, чтобы еще шире посмотреть график, я перехожу на часовой таймфрейм и вижу картину еще больше. Я понимаю, что 15-минутные свечи, поскольку я торгую 15 минут, 15-минутные свечи просто сжаты в 4 раза. Но перед тем, как мы будем разбирать это на графике, давайте нарисую order flow непосредственно просто в схематическом варианте. Для того, чтобы мы начали рисовать order flow на графике, нарисуем сразу супер красивый, супер понятный order flow. Потом немножко его усложним и сделаем более какой-нибудь непонятный, более сложный. Для начала у нас с вами есть какой-то зигзаг. Да? То есть если мы возьмем с вами график, то мы можем с вами явно выделить зигзаг. Во второй части это сделаем. Дальше мы должны с вами запомнить, что в нисходящем движении импульсом будет считаться движение вниз, а коррекцией будет считаться движение вверх. В восходящем же тренде импульсом будет считаться движение вверх, а коррекцией движение вниз. Для того, чтобы мы выделяли order flow, нам нужно брать постоянно и выделять коррекции. Только коррекции. Импульс мы будем выделять в одном случае, когда мы будем рисовать разворот. На данном этапе, для того, чтобы мне выделить order flow, мне нужно взять low коррекции и high коррекции. Но я не просто останавливаюсь вот в таком маленьком квадратике. Это будет не очень красиво, если я каждую коррекцию вот так вот нарисую. Какая-то ерунда. Мне нужно что-то более понятное. И более понятное это будет продолжение нашего прямоугольника вправо. В данном случае у меня есть какая-то коррекция, и когда цена возвращается в эту коррекцию, да, то есть мы видим, что цена вошла в эту коррекцию и вышла, вот это будет прям более качественный order flow, который позволит нам торговать. А если помните, в начале видео я говорил про то, что order flow нам будет помогать торговать. И именно вот эти вот возвраты, они будут нам говорить о том, что слушай, вроде бы здесь мы очень хорошо летели вниз, а на этом возврате пора вроде бы заканчивать лонговать, и давай-ка подумаем про шорты. По итогу этот прямоугольник продлевается. Дальше я рисую следующий прямоугольник и вижу, что вот здесь цена в этот прямоугольник вошла и пробила его. Если цена его пробила, то я должен констатировать факт, что исходящий тренд у нас закончился, и теперь у нас начинается восходящий тренд. В восходящем тренде у нас с вами восходящее движение будет считаться импульсом, а нисходящая коррекцией. Для этого мы точно так же берем прямоугольник и точно так же его рисуем. Да, то есть натягиваем сюда и вот сюда. Иногда бывает такая ситуация, что order flow не возвращается в предыдущий прямоугольник. То есть цена может не возвращаться. Вы особо часто это будете видеть в больших, хороших, красивых импульсных движениях. То есть цена вроде бы шла, тут друг дружку ударялась, а потом в какой-то момент появился огромный импульс, и цена не вернулась. Это нормально, это может быть. Order flow никому ничем не обязан. То есть вы не должны всегда видеть супер красивую картинку. Итак, нарисовали текущий график. При этом я упоминал что-то в формате разворота. Какое-то слово «разворот». Как понять и как отметить у себя на графике вот этот разворот? На самом деле все просто. Для того, чтобы подтвердить факт того, что тренд развернулся, и получить первую зону, в которую должен вернуться наш восходящий уже в данном случае order flow, да, то есть вот здесь, в этой точке, мы с вами констатируем факт, что тренд у нас сменился с шортового на лонговый, и мы должны найти тот блок, в который должна, скорее всего, вернуться цена.
Для этого нам нужно взять самый последний нисходящий импульс. Другими словами, взять high предыдущего order flow и самый low на графике. Выделить эти две точки и протянуть вправо. И именно эта зона у нас будет являться разворотом. То есть у нас получится вот такой вот красивый прямоугольник. Соответственно, в данном случае у нас закончена разметка order flow на текущем графике. Сейчас давайте посмотрим более сложный вариант order flow. Когда у нас, то есть ведь график так красиво никогда не ходит, да? График может делать такие всякие пробои, движения, там, не знаю, потом красиво вот так пойти. Здесь потом опять начать какую-нибудь вот такую вот ерунду устраивать и так далее. Как же выделять order flow здесь? Если мы с вами понимаем, что в общем тренде, например, дневной график, да, то есть, смотрите, если я определяю для себя 15 минут как основной график, по которому я торгую, следующий график у меня будет дневной, то есть это самый основной график, на котором я смотрю свой тренд, да, то есть у меня есть даже видео про дневную предвзятость, в котором по каждой следующей свече дневной я могу плюс-минус определить, куда пойдет дальше график. Соответственно, для order flow нужно взять что-то среднее. Ну, меня устраивает часовой график, потому что когда максимально все сжимаешь, часовой, двухчасовой очень круто себя показывает. 4 часа уже на самом деле очень много. Когда я перехожу на этот график, у меня нету вот такой вот супер красивой картинки. У меня вот такая картинка. Теперь вопрос, как из этой некрасивой ситуации сделать красивую? Вспоминаем, что импульс у нас в нисходящем движении является именно движение вниз, а в восходящем движении у нас импульс движения вверх. Но здесь нам нужно обратить внимание именно на коррекцию. Именно коррекция будет решать, какой блок мы будем выделять. То есть вспоминаем, когда мы рисуем с вами order flow, мы выделяем не импульсы, мы выделяем коррекции. Для этого мы с вами берем и начинаем выделять наши непосредственно коррекции. И в данном случае я вижу, что вот эта вот коррекция, да, последняя, которую я только что нарисовал, вот эта коррекция, она скушала вот эту. Соответственно, когда я вижу, нарисовав вот такой вот зигзаг, когда я вижу, что коррекция была скушена, мне нужно ее упростить. Что это значит? Это значит проигнорировать. То есть технически я перерисую. Понятно, что я в голове это буду перерисовывать, я не буду постоянно order flow рисовать зигзагами, да? Но для объяснения вам мне его придется вначале нарисовать. Мне нужно его упразднить. Для этого это все для меня станет просто импульсом. Дальше я вижу следующее. Точно такая же коррекция, ее точно так же кушает следующее. То же самое. Здесь у меня эту коррекцию ничего не кушает, и мы поехали ее дальше дорисовывать. В этом же движении у меня тоже коррекция кушается следующей. Если вдруг у меня здесь происходит та же история, то я просто продлеваю наш зигзаг ниже. И что из этого я могу тогда построить? Из этого я могу построить следующее. То есть я удаляю вот этот блок. Дальше я рисую блок вот сюда. Обращаю внимание, прямоугольники нужно дотягивать дальше, чтобы вы видели, что цена вошла в блок, а потом из него вышла. Дальше рисую вот сюда. Дальше рисую следующую. И вижу, что в этом моменте цена пробивает мой order flow, и мы начинаем восходящее движение. Для того, чтобы начать восходящее движение, мне нужно нарисовать разворот. Напоминаю, что я рисую самый последний импульс вниз. То есть тренд был нисходящий, поэтому я беру импульс вниз. Здесь я, давайте выделю его другим цветом. И поехали рисовать восходящее движение. Помним, что вот это вот все было скушено вот этим большим order flow, поэтому мы его выделяем. И здесь также у нас было скушено более сильным движением, более глубокой коррекцией. И по итогу, когда мы упрощаем вот эти вот движения, у нас получается хороший, красивый, сразу нисходящий, а потом восходящий order flow. Как все это выглядит на графике? Итак, мы берем с вами часовой график на паре евро-доллар, удаляем все лишнее и начинаем рисовать. Начнем с вами, давайте по порядку. Вот хорошее место, это 17 июля, да? Для того, чтобы нарисовать, нам нужно взять коррекцию. И смотрите, если я рисую коррекцию, я сжал максимально график, это значит, что я не буду выделять вот эти вот малюпасенькие движения. Мне нужно взять
скажем так, более понятные глазу движения. В данном случае более понятными глазу движениями будут являться, ну, давайте вот так вот, более крупно, да, то есть я буду более крупно брать какие-то движения на графике. Чтобы у меня сейчас не магнитился магнит, я держу палец на клавише Command. Так, здесь у нас вот так. Так, дальше мы, давайте сделаем, не знаю, ну, вот так. То есть на самом деле я выделяю так, как мне нравится. Важное в Order Flow — это сделать увидеть то движение, которое тебе нравится. Когда ты видишь то движение, которое тебе нравится, то есть вот мне нравится вот тут, вот, знаете, я вот это все пропущу, да, вот эту вот всю кашу и нарисую вот так. Поверьте, большая часть людей видит точно так же. И не нужно заниматься какими-нибудь такими, знаете, там, а я должен именно так. В Order Flow немножко более фривольное правило, да, то есть они намного проще, чем в структуре. То есть в структуре все жестко. Order Flow — это немного относительная вещь, которая говорит, что, ну, хочешь так, ну, значит так. Если ты в это веришь, значит так и будет, да? То есть где-то мелко, где-то крупно, да? Давайте до сегодняшней ситуации, потому что на самом деле сегодня произошла, вчера, точнее, даже произошла очень интересная история, которая как раз показала во всей красе Order Flow. И последние утренние разборы я как раз про нее несколько раз упоминал. Что с учетом Order Flow у нас возможен разворот на рынке. Соответственно, получается вот такая вот история. Теперь нам нужно упростить наш график. Смотрите, бывает еще такая интересная штука, когда у нас идет восходящая коррекция, да, то есть видите, я вот здесь вот нарисовал восходящую коррекцию, и она как бы пробивает друг дружку. Вопрос, рисовать ли здесь разворот или нет? Для себя я отвечаю нет. Для себя я отвечаю это то, что это просто одна коррекция вверх. И все. То есть я ее максимально упрощаю. Итак, поехали с упрощением. Вижу, что здесь вот пробито, значит упрощаю. То есть это будет движение вниз. Вижу, что этот блок пробит, тоже упрощаю, это будет движение вниз. Остается. Единственное, мы пробились вот здесь. Значит, это упрощаю. Ну, упрощаю, получается, я просто убираю этот зигзаг. Да, здесь все красиво. Вот здесь вот у нас коррекция зигзагом, да, то есть, соответственно, я ее тоже упрощаю. Давайте чуть-чуть, чтобы было красивее. Так, упрощаю. Здесь упрощать особо нечего. Вот это вот движение. То есть вот это движение внутри него, да, то есть вот здесь цена не вышла. Соответственно, я его тоже, точнее, не так, я его вот так вот упрощаю. Ну и нет, не все. Еще вот здесь вот упрощение идет. Так, вот здесь вот мы все скушали, идет упрощение. Ну и получается все. Теперь моя задача по вот этим зигзагам. Понятно, я не всегда буду рисовать зигзаги. То есть вы вначале, возможно, будете их рисовать, потом вы перестанете их рисовать. Сейчас моя задача просто нарисовать Order Flow. Технически понятно, что в жизни вы будете пользоваться магнитом. Для того, чтобы быстрее вам все это показать, я нарисую это непосредственно без магнита. Но желательно лой и хай всегда идеально примагничивать. Обращаю внимание, что Order Flow протягивается дальше до следующего движения, которое в него вошло. Единственное, технически, поскольку мы здесь оставили, вот это движение не пробито этим, мы должны нарисовать Order Flow вот так. То есть видите, получается что-то в формате лесенки, что-то в формате каскада. Вот в этом месте у меня, получается, мы не касались Order Flow. Так бывает. Большое импульсное движение, ничего страшного, это переживем. Дальше я вижу хорошее движение. На самом деле, когда я выделяю Order Flow, нужно хотя бы стараться плюс-минус выделять сопоставимые коррекции, да, то есть понятно, что если я выделю вот эту коррекцию, а потом выделил вот эту малюпасенькую, ну, такая себе история. То есть поскольку мы уменьшаем график, я понимаю, что в районе вот этой вот зоны у меня будет непосредственно уже там лонговая, хорошая, красивая структура, и мне нужно будет подумать о том, что хватит лонговать, давай-ка рассматривай где-нибудь здесь шорт. Дальше мы с вами видим разворот, то есть мне нужно нарисовать последний импульс. Последний импульс в нисходящем движении — это непосредственно от этого хая до вот этого лоя. И протягиваю дальше вправо. Дальше вижу, что мы снова вошли в Order Flow. Здесь мы не коснулись Order Flow.
Здесь по-прежнему начали двигаться, да, и здесь разворот, локальный разворот. Поскольку я торгую на часе, здесь я все-таки это приму как разворот, хотя, с другой стороны, если вы не очень сильно это хотите, вы можете вот это выделить как один большой order flow. Но когда я понимаю, что вот это движение совершенно несопоставимо с этим, мне придется все-таки оставить в том виде, в котором я это сделал, и продолжить рисовать непосредственно нисходящий order flow. То есть все, констатация факта. Единственное, я забыл разворот. Вот здесь вот у нас констатация факта, что разворот случился, и дальше рисуем нисходящий order flow. При этом разворот закончился. Снова рисуем разворот и начинаем рисовать восходящий order flow. В данном случае я вижу, что произошел снова разворот, мне его нужно подтвердить, я его рисую, вижу, что в этот разворот приходит дальше цена, и мы подходим к текущему времени на графике. Соответственно, снова разворот, и поехал восходящий тренд. Да? Единственное, здесь не протянул немножко вправо. И что мы видим? Мы с вами видим, что буквально вчера наша цена идеально красиво топталась в нашем order flow, да, то есть у нас восходящий order flow, цена в нем как раз находилась, и как мы могли эти знания про то, что мы пришли в order flow, использовать вчера и позавчера. Если мы с вами перейдем на 15 минут на таймфрейм, мы с вами увидим, что позавчера у нас сломалась структура, то есть произошел чок. Но если мы обратимся к order flow, мы поймем, что мы только-только пришли в order flow. Да, то есть мы вначале, конечно, пришли еще в пятницу, но в любом случае мы не должны поддаваться тому, что сломалась структура, она показывает нисходящее движение. Мы должны понимать, что в данном случае есть еще вероятность пойти вверх. Эта вероятность пойти вверх, она полностью с большей вероятностью отменится, когда мы пробьем наш order flow, и мы будем констатировать факт, что приоритетнее все-таки входить в шортовые позиции. Исходя из этих знаний, когда у нас была шортовая позиция, локально мы имели право с вами работать от лонгов, то есть искать непосредственно точку разворота и получать позицию, которая даст нам движение выше. При этом данное движение нам подтвердило, то есть даже если бы мы здесь пробили непосредственно наш лой, это бы нам все равно говорило о том, что, слушай, пока продолжаем лонговать. И если вы посмотрите историю, как работали order flow, да, то мы увидим, что очень часто в моменте у нас менялась структура, особенно вот в таких вот страшных, ужасных движениях, да, то есть вот тут вообще происходил там флэт, какая-то абракадабра, ты вообще не понимаешь, что происходит, либо как здесь у нас происходит вообще тут 10 раз поменялась структура, то есть order flow нам подсказывает, даже вот в этом месте, не поддавайся на то, что здесь глобально какой-то разворот, потому что многие теряют голову и начинают просто работать в лонг, потому что мы просто взяли и сделали чоч. Если мы взяли и сделали чоч, это еще не все. Это маленькая доля анализа. И эту маленькую долю анализа должен подтверждать еще более старший таймфрейм. Ну, то есть, например, у меня это дневная ликвидность, и второе — это мой order flow. И если мы посмотрим, то мы понимаем, что мы весь период, то есть практически всегда с вами работали непосредственно в order flow. У нас по паре евро-доллар, да, то есть буквально раз, два, три. Раз, два, три. Три ситуации, когда цена не касалась order flow. В остальных движениях мы с вами видим, что цена очень сильно уважает order flow, цена получает хорошую реакцию, и если цена пробивает этот order flow, то несколько раз она дальше продолжает это движение. И иногда это выглядит, конечно, полугодовым трендом. Да? То есть мы начали в июле и закончили в октябре. Ну, не полгода, квартальным, значит, трендом мы движемся по order flow. Поэтому используйте в своей торговле order flow. Встретимся на утренних разборах. Пока.